Здравствуйте. Сейчас посмотрим фрагменты опять с Лидрафс. Я хочу сказать, основное действующее, наверное, лицо, ну не обидятся мне другие игроки, потому что без них не было бы этих партий. Основное действующее лицо ник ArcNet, вот я смотрел по его нику, и такие забавные достаточно, можно сказать, фрагменты, потому что я вижу, что в основном играли те, кто играют вот в русскую именно версию шашек вот на малой доске, и поэтому они, возможно, чего-то, особенно в Блице, естественно, ну, это автоматически они не видят, и я постараюсь, как я уже сказал, интересные моменты вот именно с бразильской версии показать. То есть дополняйте, естественно, меня. Я всегда только за, потому что я некоторые моменты очень поверхностно буду рассматривать. Первая позиция такая вот для затравки. Давайте я вам покажу ее. Во многих учебниках есть идея вот в русских шашках, ну, вот эта версия, в которой в основном мы играем. На b6, видите, и вот b5 пошли. Ну, понятно, что другие ходы здесь были, но на 5 пошли. Не будем здесь заострять внимание. И, естественно, провели вот эту стандартную для шашек комбинацию. ef4. Ну, куда бы ни били, тут вроде бы куда бы ни били. Вроде бы тут ключевое слово. Ну, вот он провел эту комбинацию. Кстати, еще потом даже в ничего они как-то сыграли. Хотя шашка тут лишняя получается по-любому. Но давайте я вот специально останавливаюсь на этом фрагменте. А просто если вот так вот побить, то надо, в принципе, на b4 и cd8, естественно. Второй момент. По этой партии вот h5 было такая идея. И вот, в принципе, идея, смотрите, если cd2, то опять вот этот вот ход. Я как-то еще, ну, ед2 почему-то смотрел, но ед2 так или иначе, даже если бы русская версия была, понятно, вот смотрите, сюда, оно просто автоматически, то если бы сюда, то получается бить на e1. Но вот если здесь бразильская версия, естественно, большинство и так далее. Но вот это первая позиция такая интересная достаточно. Так, давайте я здесь хочу показать. Вот здесь чуть-чуть посложнее. Посложнее позиция. И вот cd2, это может даже вот для версии, в которую мы играем, подойдет. cd2, конечно, ход нехороший. Надо было bc3, и вот непонятно, как бы тут, конечно, черные играли, какой план бы избрали. Либо на e5, я думаю. Вообще, может, даже и на g5, кстати, план есть. Ну, на g5. Это такой интересный момент, наверное. cd4. Вот здесь ab6 тоже. Ну, почему я показываю? Потому что вот это интересные планы. А вот cd2, смотрите, совсем интересно было. gf6, dc3. Ну, конечно, скучивать вот так вот шашки, особенно если смотрит молодежь, то есть не стоит, естественно. То есть это вообще антипозиционная, я считаю, игра. И так я как-то... Давайте не буду сосредотачивать на это внимание, чтобы не привыкали к этой игре люди. А вот здесь вот cd4, смотрите. И вот здесь вот для чего я смотрю вот эту, получается, партию. Я сделал специально паузу. Естественно, ab6, видите? И сразу автоматически позиция очень плохая становится. То есть непонятно даже куда ходить. Вот один ход практически и все. Видите? Ну, в партии вообще FG3 было, и понятно, что ударили, просто выиграли. То есть если BC3, то можно, смотрите, даже GH4. Почему я делаю вот этот вот ход? Обращаю внимание вот на эту связку, именно вот это позиционный, можно сказать, прием. Можно ставить где-то. Я дал специально эту позицию не просто вот с развлекательными какими-то целями, это с учебными целями. Позиция, кстати. Несмотря на то, что бразильская версия, ну, она подходит и под русские шашки. Видите, под нашу версию, которую мы играем. Вот смотрите. Зона связки сколько? 6 шашек, а здесь всего в связке 5 шашек. И вот здесь вот
Даже, даже можно, наверное, и HG5 ходить. То есть, если вариант есть вот этот вот GF4, GH, ну, то есть, просто ходы заканчиваются. Ага, кстати, ну, может, эти ходы не заканчиваются. Интересный момент. Нет, ходы-то заканчиваются, да? Но, ну, вот надо DE7. А вот я еще этот удар хочу показать вам. Вот. Так, удар-то должен этот быть здесь. А, нет, опять удар, видите, не проходит. Бразильская версия, да. Если в русские шашки, то есть получается, да. Видите, ну, понятно здесь, да. Это я вот здесь вот покажу демонстративно, да. А бразильская версия опять. Так, давайте сюда. Бразильская версия назад-то не побьешь. Вот опять, видите? Назад не побьешь, вот сюда. То есть вот этот удар бы был. Надо сюда бить, видите? Ну вот отличие большое в этой версии. Поэтому можно вот как учебную, наверное, даже ставить. Хорошая достаточно позиция на именно на неэффективную связку, на перегруженную связку. Вот этот вот момент. Интересно достаточно, я считаю. Так, эту я партию смотрел уже. Так, вот эту я хочу вам на закуску, можно сказать, оставить, условно говоря. И вот эту простенькую такую партию посмотрим. Тоже тут присутствует правило именно бразильской версии. Вот CB4 было. Давайте я вам сначала покажу правильный вариант. Ну, надо, я думаю, что вот так вот ходить в этой позиции. И вот такая вот идея, в принципе. Ну, здесь ничейная. Здесь, может, и не так, не совсем правильно, точно, но ничейная идея. Давайте такой вот ход. И CB4, видите? CB4. ED6. Потом HG3, ну, надо. FG5, DE5 и вот BA7. Вот проводят удар. Ну, вот в партии было на B8. Давайте на B8 покуда упустим. Ну, и вот на F8 бьют. Да? D2 на E1. И что сейчас получается? То есть, если ходить здесь, ну, естественно, такой ход получается BC5 и сюда. То есть, это один из вариантов. Дальше, так, дайте я хочу назад тут как-то. Вот сюда, если ходить, то я вам даю секунду подумать. Ну, естественно, по этой версии, видите, сюда ходим. То есть, это бразильская версия, и сюда нападаем. Вот такие вот идеи. А на А4 просто ЕД2. FE7, DC1 пережидаем и C1 на А3. Вот получается такая идея. Достаточно интересно. Видите, тоже бразильская версия, она вмешивается, то есть вмешиваются правила просто. А вот было в партии на B8, DE1, EF6. То есть отдают, естественно, какие здесь ходы. GF4, есть еще ход так, если ставить, понятно, что сразу плохо. Ну, давайте, допустим, даже так. Естественно, это плохо. Второй момент. FE3 смотрим. И CD8, естественно, ловим. Ну, то есть GF4 пошли в партии. Ну, вот посмотрим давайте. Кстати, великолепно играли черные, очень хорошо. Опять, естественно, ну, ставить понятно, что нельзя тут. Да? Вот эти вот идеи идут, это естественно. АБ4 ходит на H2, BC5. И вот здесь опять паузу делаю. Давайте подумайте. АБ6. То есть на А7 надо бить. На Е5. И вот таким образом ловят они. Ну, хорошая идея, очень хорошая игра, кстати. И мне она очень... Вот эта вот партия тоже понравилась. Концовка очень сильно понравилась. Так, и вот я вам говорил, на закуску очень любопытная тут позиция. И очень такая... Ну вот типичная именно для стоклеток, для бразильской версии. Давайте, это не стоклетки же. Ну, стоклетки, я говорю, правило стоклеток. Вот было CD2, и давайте я переверну доску все-таки. Так, может, не знаю, партию давайте я вам партию покажу, может, сразу, как было. B5, некоторые моменты, а потом на закуску, говорю, что очень любопытные вещи. То есть здесь FG5 был уход опять, АБ4, ну, CB4 опять, вот эта простая схема.
То есть я почему смеюсь, я тут на стоклетках чуть-чуть, конечно, как, не знаю, но мне стоклетки, хочу сразу сказать, мне очень нравятся, поэтому многие моменты, поэтому на большинство, когда я что-то вижу, то есть, у меня так определенное удовольствие, точнее сказать, у меня определенное удовольствие возникает. Ну вот смотрите, опять есть вот эта вот идея. Видите, надо большинство бить, и GH2 нету, потому что ED6, вот эти вот версии. А, естественно, на BA3 GH2, и уже вот этой вот шашки нету, и позиция должна быть, естественно, плохая у белых. То есть я не нравлюсь в эти моменты, потому что шашки нету, естественно. Так, вот здесь вот BA5 было. В партии. Здесь они как-то сдались, я просто нюансы покажу. Естественно, на B2 опять вот это HG3, да. Я вам чуть-чуть показываю вот эти стоклеточные именно правила. Здесь CB6, и вот здесь что-то случилось, наверное, с флагом, или что упал флаг. Вот такая вот позиция была. То есть, были вот эти вот варианты. Давайте, ладно, не внедряться в это. И вот то, что я обещал показать, в принципе. Значит, ход DC5, смотрите, в этой позиции DC5, CB4 и ED6. И вот здесь на BA5 идет сюрприз большой. То есть, вот, смотрите, тактика какая. То есть, стоклеточная тактика, видите? Большой сюрприз. Если DE5 здесь ходит, то вот такие вот идеи. Смотрите, опять я делаю паузу. HG3. Сюда. Все надо большинство, видите, бить. Оп. Побили, и две шашки сейчас висят, и шашки выигрываются. DC3 давайте посмотрим дальше. Опять DE7. То есть на B5 опять вот большинство, удар на большинство. Вот этот вот. Вот эта тактика. Здесь есть еще GF4, вот опять здесь определенные моменты есть. Давайте я покажу здесь вариант, просто симпатичный такой. Так, надо вроде бы так отдавать, потому что куда-то, если пойду я сюда, допустим, сюда, простенько, да, все это очень простенько. На F4, и вот EF2. Чтобы опять не отдали, естественно, EF2 надо, чтобы опять не отдали вот этот FG3. Отдали, и вот сюда хожу. Очень любопытный момент, конечно. И вот здесь вот, если начать отдавать за белых, получается, вроде бы как-то отдавать нужно, потому что сильно дамку здесь не поставишь. Тут будет, наверное, давайте так, допустим, куда? На Е1. Идея такая, как это вам показать здесь все это? Даже, может, я не знаю, даже так, допустим, сюда, и вот ловля ждамки постоянно будет. Вот что-то похожее на это. То есть, я хочу основной просто, почему я говорю, приблизительно вариант вам сейчас покажу. На F4 опять. То есть, если отдавать, там все, ловля дамки, наверное, будет. Да, где-то. А вот если так как-то ходить, опять FE5, то есть грозит ED6, да, вот этот вот удар. И на CB6 опять FG3. Вот такие вот любопытные идеи тут были. То есть вот это вот первая доска, первая идея. И вот это вот тоже была идея у нас. Я считаю, что они достаточно интересные, и они достаточно поучительные. Итак, до новых встреч.